Волки уже сомкнули кольцо. В центре мать-рысь и ее детеныши. Шансов не было. Еще несколько секунд, и все закончится. Но она не убежала. Она сделала то, чего не ожидал никто. Одна против стаи. Она пошла в атаку. И дальше произошло то, из-за чего даже волки начали отступать. Рейнджер Фернанд Холлоуэй 11 лет изучала жизнь рысей. Но то, что она увидела однажды зимой, стало самым невероятным случаем в ее практике. В горах Северной Каролины она заметила знакомую самку рыси по кличке Бёрч. Фернанд наблюдала за ней почти 4 года и знала ее историю. Та уже потеряла 2 помета. Теперь у нее снова были детеныши, и впервые появилась надежда, что они выживут. В один морозный день Фернанд вместе с коллегами услышала в лесу тревожные звуки – рычание и вой. Это были волки. Поднявшись на возвышенность, они увидели страшную сцену. Внизу, на поляне, Бёрч стояла одна против 9 серых волков. Позади нее, прижавшись к снегу, дрожал один из ее котят. Рысь не убежала. Она бросилась в бой. Несмотря на то, что она была в разы меньше и одна против стаи, Бёрч атаковала первой. Яростно, быстро, не давая волкам подойти к малышу. Она специально отвлекала их на себя, принимая удары и укусы, чтобы выиграть время. Пока волки были сосредоточены на ней, котенок начал медленно отползать и в итоге сумел взобраться на дерево. Когда он оказался в безопасности, рысь стала еще агрессивнее. Схватка длилась почти полчаса. Бёрч получила несколько серьезных ран, но и волкам нанесла урон. В итоге вожак оценил риск и увел стаю. Добыча оказалась слишком дорогой. Когда все закончилось, израненная, но живая Бёрч осталась стоять на снегу. Котенок спустился с дерева и прижался к матери, после чего они ушли в лес. На следующий день Фернанд решила проверить, выжили ли остальные котята. По следам на снегу она нашла еще одного, тяжело раненого. Маленький рысенок с поврежденной лапой едва держался. Его срочно передали ветеринарам. К счастью, травма оказалась серьезной, но не смертельной. После лечения и нескольких дней восстановления его подготовили к возвращению в дикую природу. Фернанд выбрала место недалеко от территории Бёрч и выпустила котенка. Он осторожно вышел из переноски и издал тихий зов. Через несколько минут из кустов появилась мать. Она подошла, коснулась носом малыша, и тот сразу прижался к ней. Вскоре появились и другие котята. Семья воссоединилась. Фернанд наблюдала за этой сценой со слезами на глазах. Перед ней стояла мать, которая потеряла 2 выводка, в одиночку сразилась с 9 волками и все же сохранила своих детенышей. Позже она записала в дневнике: «Это самое сильное животное, которое я когда-либо видела». История закончилась спокойно. Волки ушли из этой территории. Раны Бёрч зажили, а все 3 котенка остались с ней. Где-то в глубине леса, вдали от людей, семья снова была вместе, живая и в безопасности.